купить билет на всякий и никуда не полететь. Это норма. Прилететь с сумкой и улететь с чемоданом – это база. Сесть у окна, чтобы выспаться – это классика. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билетов – это эконом-стандарт. S7 – твой новый стандарт. Всем привет, ребяточки! Всем привет! Это большой выпуск про остров Чеджу. Говорят, что это южнокорейские Гавайи. Давайте проверять. Всем приятного просмотра. Погнали! Можно сиськи помять. Сырой рапан, хрящички какие-то. Меня сейчас просто стошнит. Город эвакуировали, что ли? Я не понимаю. Оу май. Остров Чеджу находится на юге Южной Кореи. Это самый большой остров страны, и лететь до него примерно час из Сеула или Пусана. Вот так вот выглядит остров Чеджу. Самое интересное, что этот остров вулканического происхождения. В центре острова находится вулкан, спящий вулкан, называется он Халасан, и это самая высокая точка Южной Кореи. Обратите внимание, что здесь на острове очень много природных мест, тропинок. Это значит, что этот остров понравится особенно тем, кто очень любит гулять. Каждый день много километров. Все, что здесь есть, это последствия древних извержений. Черные лавовые поля, пещеры, которые образовывались из застывшей лавы, кратеры, необычные скалы и даже пляжи с темным песком. То есть это не просто остров с красивой природой, это огромный потухший вулкан, вокруг которого со временем выросла жизнь. Главных города тут два. Первый – это Чеджу-Сити. Там находится аэропорт, очень много отелей, ресторанов. Вся основная инфраструктура, конечно же, там. На противоположной стороне, на юге, находится город Сагвипхо. Здесь тоже, в принципе, развито, и мы поселились именно здесь. Первое, что бросается в глаза, живя в нашем райончике, особенно после материковой части Южной Кореи, там эти мегаполисы, инфраструктура невероятная. Здесь тоже классная инфраструктура, но, смотрите, здесь пусто, мы идем, пустынные улочки. Немножко деревенский вайб. Да. Такой островной, наверное, больше, да? Островной вайб, как будто мы приехали к корейской бабушке в деревню. Точно. После вот этих больших городов это прям идеально. Расслабился, отдохнул и посмотрел и такую Корею, и вот такую Корею. Идешь такой себе, гуляешь по Чеджу, а здесь Нацу Дайдай, ребята. Это цитрусовое дерево. Растет на острове Чеджу. И эти фрукты можно есть. Сначала меня посетила мысль, и я хотел это сорвать, а потом смотрю, что прямо рядом с деревом полицейский участок. И такой, не, пошел-ка дальше. Что могу точно сказать, это место также идеально для прогулок, как и большие города на материковой части. Очень приятно идешь, везде асфальтик, все такое свеженькое, новенькое. За всем следят, приятно гулять. Осторожно, змеи, вы прикиньте. А вообще, то есть мы только что вышли из отеля, буквально 2 шага сделали. Здесь уже идут такие парки, такие живописные тропинки. И все это происходит с видом на морюшко, на острова. Это я понимаю, природа. Не просто природа, а природа прямо в черте города. Я хотел бы, чтобы у нас так в Питере было. Выходишь из своей квартиры в Девяткино и сразу же дышишь прекрасным воздухом. Чеджу является островом мандаринов. Ребята, вы когда тут будете гулять, ездить, очень часто будете видеть вот такие вот оранжевые лавочки. Можно попробовать перед покупкой этот оранжевый нектар. Ну-ка, достойно? Но, как я понимаю, вот там вот такая упаковочка вот в пакетике. Этот пакетик стоит 10 тысяч вон один. Это очень вкусно, ребята, невероятно сладкие. Вот еще цена, смотрите, 20 тысяч вон за один ящичек. Купили вход на водопад прямо здесь. 2000 вон стоит с человека. Идем смотреть. Все подписано, название водопада подписано. И опять же, друзья, просто для понимания вашего, вот мы спускаемся сейчас вниз по тропинке.
все цивильно сделано. Мы уже в целом видим водопад. И вот там, видите, здание, там наш отель. То есть все это буквально рядом с городом. На ваших экранах туристическая достопримечательность номер 1 – водопад Чонбан. Легко добраться, естественно, много людей прямо в городе. Красиво, супер. И в интернете написано, что это единственный водопад в Азии, который падает прямо в море. Как вы думаете, это правда или нет? Напишите в комментариях. А так как мы на острове Чеджу, ребята, это не Таиланд, это не Вьетнам. Здесь гораздо меньше людей. Можно даже вот так вот одному стоять на фоне водопада и делать классные снимки. Ну, классно. Еще такой освежающий прям водопадик. В жаркую погоду, я думаю, здесь вообще супер. Тут же, рядом с водопадом, такие вот бабулечки сидят. У них там морепродукты. Вот ребята уже наяривают. То есть можно прямо здесь прикупить себе местных морепродуктов. То есть это у нас такие вот ракушки, на рапанов похожи. И какая-то непонятная контора. Это что вообще? Какой-то лук заплесневевший, как будто бы корень лука. Естественно, я не удержался. Надо проверить свою пятую точку, точнее пятое дно, прорвет его или нет. Сейчас попробуем. Взяли вот этих вот рапанчиков, вот она сейчас их нарезает, свежевыловленные. Ребята, которые рядышком сидят, посоветовали. Не знаем, стоит ли это того или нет, но бабулечка хочет за порцию 30 тысяч вон. Мы ей их отдаем. Вот так вот садишься на маленькие стульчики, прямо с видом на морешко. Берешь подносик, заботливо нарезанную ракушку бабушкой. Ну, прям много. Дали соусик еще и чесночок. Возможно, порция на двоих столько стоит. То есть это только что выловлено из моря. Так. Абсолютно свежее, оно все двигалось. И, грубо говоря, сашими из ракушечки, ребята, из рапана. Давайте пробовать. Прикольно. Что, сырой рапан? Сырой рапан. Жуется не супер так легко. Такой, знаешь, как будто хрячечки какие-то. То есть хрячечки похожи, наверное, немножко на кальмар, только жестковатый. Меня сейчас просто стошнит. В целом, я такое люблю похрустеть. Сюда быть еще бутылочку бы сидора. Вообще прекрасно было. Не, реально, слушай, без шуток естся очень хорошо. Нормально, да? Ну, проверим, как ты завтра себя будешь чувствовать. Не, очень нормально. Конечно, каждый день такой есть не будешь, но попробовать с видом на море, на водопад шикарно. Я сначала думал, что нас развели. Мне, кстати, понравилось. А оказалось-то, это официальные цены. По всему острову Чеджу разбросаны вот такие вот каменные статуи. Они называются Толь Харубан, дословно «дедушка из камня». И они являются хранителями острова, защищают от врагов, от злых духов. Абсолютно везде их можно встретить. Они очень милые и являются популярным сувениром. А мы тем временем продолжаем прогулку по нашему району. Здесь имеется еще один парк. Вообще весь остров — это как будто бы огромный бесконечный парк. И очень много вот этих вот статуй, про которые вам сейчас Лиза рассказывала. Просто весь парк ими усеян, магазины с сувенирами. А в конце этого парка еще один водопад. Людей не так много, кайфовое местечко. Так, заглянуть на полчасика, понаслаждаться и отправиться дальше. Основной фишкой острова Чеджу является пешеходная тропа Олли. Это сеть маршрутов протяженностью более 400 километров, которая опоясывает весь остров. Это около 27 пронумерованных маршрутов, и они проходят сквозь побережье, через леса, выходят на пляжи, к маленьким деревушкам, в том числе и через вулканические ландшафты. И действительно, представляете, остров Чеджу можно пройти пешком. Считается, что на этих тропинках самый живописный маршрут под номером 7. Здесь потрясающие виды, скалы,
Можно целым весь день здесь провести. Гуляешь, на скамеечку присел, отдохнул, пятки болят, купил себе вот такие вот камни. Знаете, такой скраб. Дома в ванночку сели, пяточки себе пошкурили. Тут же свежевыжатый сок продается, какие-то вот палаточки с сувенирами. Естественно, многие на мандариново-апельсиновую тематику. Также можно купить разные статуэточки. В общем, есть чем заняться. На всем протяжении тропы висят вот такие вот ленточки. Здесь написано «Чеджу Олли». Самое лучшее место на этой тропе вот с таким видом – это кофейня. Тут можно взять себе любой кофе, круассанчики, выпечка, вот такой вот чай. То есть время закончится, оно уже закончилось, уже все. Ставишь на чашечку и пошла жара. Короче, сидишь вот с таким прекрасным видом на острова, классно время проводишь. Если вдруг будете, 60 бинс рекомендацион. Для того, чтобы передвигаться по острову, есть 3 способа. Первый – это арендовать автомобиль. Второй – это на автобусах передвигаться. И также такси. Вот мы пока что едем в следующее место на такси. Вашему вниманию красивейший буддийский храм. Расположен он прямо у подножия высоченной горы, похожей на вулкан. На нижнем ярусе здесь и статуя Будды, и красивые храмы, очень много лестниц, нужно все это ходить, смотреть. Много разных маленьких красивых статуй с видом на море. А дальше поднимаешься на самый верх, метров так 100, наверное, и там в пещере находится статуя Будды. Прикольное местечко, стоит посетить. Спустились с храма, можно перекусить вот такими булочками шикарными. Кофейня целая видовая сделана, чайку выпить, кофейку. Смотрите, как красиво. Просто наслаждаться, никуда не спешить. Это самая приятная часть путешествия по Южной Корее. И на материке, и на острове выпечка и кофе просто топ. Тут даже если на острове будет скучно, ты как минимум поешь вкусных булок и попьешь вкусный кофе. Вкусно подкрепившись булочками и кофеечком, прямо напротив этой горы, где храм, есть мыс. И на этом мысе тоже есть своя гора, вот с такими причудливыми узорами. Это место входит в топ-3 на острове. Так мы можем вокруг этой скалы прогуляться. Вход с человека 2000 вон. Ну, походу, это самое красивое место на этой локации. Вот она. Выветренная часть, то есть дует ветер с океана. И получаются интересные узоры. Так же, как и на водопаде, вот бабулечки сидят. Можно у них свежих морепродуктов отведать. Все-таки нет. Самое красивое место, чуть дальше проходишь. Здесь очень много людей. Все это с видом на гору. С Буддой вообще. Немножко что-то здесь есть. Из Гавайев. Это похоже на десерт такой слоеный, песочный. Получается, что раз она упала когда-то, она может когда-то еще раз упасть. Нужно быть осторожным здесь. Это уже похоже на какой-нибудь каньон, как в Америке. Знаешь, там есть всякие золотая антилопа, что в этом духе, да? Да, очень прикольно. Кстати, похоже, тоже же ветер, вода. Вот, получается, такие структурные камни. После насыщенного дня идеально заглянуть на рынок вечерней еды. В Южной Корее мы, кстати, подсели на клубнику. Каждый раз вечером берем под сериальчик. Обалденная клубничка, дыньки и, конечно же, мандарины. Помимо еды здесь можно купить одежду. И вот такое я вижу впервые. Целая лавка таких жилеточек, пуховичков. Одна жилеточка стоит 6000 вон. Мы на полном серьезе зашли, чтобы поесть вкусной еды, а здесь просто везде мандарины. Я не говорю, что мандарины это невкусно, но хочется что-нибудь поесть. Короче, ходим, ищем что-нибудь такое, что полезно. Но вот это уже более-менее полезное. Гигантские редьки, говорят, очень вкусные. Огурчики, выращенные на местных грядках, лучок шикарный зеленый. Если вдруг вы путешествуете с собачками, то здесь на них можно купить шапочки. Смотри, такие маленькие в мандариновом стиле. На острове Чеджу популярна черная свинина, так называемая. И вот мы как раз таки стоим, здесь она готовится.
Вот такая вот на шпажках с лучком. Одна шпажка стоит 7000 вон. Порция большая. Нам все, что было на шпажке, нарезали ножницами, соусом полили. И еще, это чеснок, что ли, да? Нет, это вообще какая-то копченая шкурка. Шикарно? Ой, реально. Вкуснятина. Покажу вам покрупнее. Смотрите, когда аппетитно. Вот она. Черная свинина. Какая красота. Проверим слова Елизаветы. Да, это шикарно. Я бы сказал, это потрясающе. Это вообще стейк какой-то. Стейк на рынке. И как будто похоже даже немножко на вот эти роллы, знаете? Вот эта штучка. Сверху уже многих роллов эта штука есть такая. Да, вот да, это она же есть. Да. Очень вкусно. Лучочек. И в целом нормальная цена. Прикольно сделано, что прямо вдоль всего рынка по центру вот такие вот скамеечки идут. Двухсторонние. И всегда есть где посидеть и перекусить. Что еще есть на рынке? Допустим, вот такие вот моти. Это клубничинга, обернутая моти. А это что за существа такие прозрачные? Смотрите, какие-то инопланетные желтки, белки очень красивые. Готовые наборы ролл и суш можно приобрести. 8000 вон одна порция стоит. Самая дешевая, есть подороже. Самое дорогое, это, конечно, сашими нарезанное, все так тоненько. 30 000 вон порция. Прямо на рынке также есть такие вот барчики. Там, конечно, ребята пока ничего не заказали, но схема такая, что вы вот здесь вот в меню себе делаете заказ, и вам все это мясо подогревают и прямо на шпажках сюда доставляют. Вот девчонки уже съели, видно, да, немножечко? То есть как-то вот так вот. Конечно же, выпечка, без нее никуда. И южнокорейцы обожают, и мы с Сезоном обожаем булочки. Здесь роллы, такие в кляре, с разными мясными начиночками. Необычная такая колбаса. Даже рыбка вяленая продается. Не вот эта, которая сушеная фам, а такая сырая вяленая к пивасику. Про черную свинину вы уже поняли. То есть там мы попробовали. А тут еще вот такая вот версия есть. Это прям свиная рулька целая продается. Посмотрите, какая сочная. Ё-моё. Я бы такую, наверное, одним укусом заточил. 15 000 вон. Мы взяли половину рульки. Нам все нарезали. Это шикарно. Это вот как мясо в супе, которое такое отварное, такое прям, ну, переварилось так хорошо. Жирочек. Шикарно. Сюда еще огуречек добавить, помидорку. Полноценный ужин или обед. Вообще огонь. Попробовали местные мандарины. Нам очень понравилось. Короче, берем килограмм. 8000 вон. Обалденные, да? Вообще, они просто отлетают от шкурки, такие сладкие. Смотрите, какие еще прикольные десерты есть. То есть они фруктовые, фрукты внутри, а сверху специальная корейская сладость. Быстрые перекусы, то есть такие уже готовые шарики, они в эту стрейч-пленку запакованные. И там разные миксы. То есть рис с чем-то, где-то с рыбой, или свинина, или с овощами. Такая быстро перекусить. Морепродукты тоже имеются, причем мощные. Смотрите, какие огромные щупальцы осьминога. Сифуд-панкейки, то есть блинчики с сифудом. А сифуд — это, ребята, морепродукты, если вдруг не знали. Дамплинги. Достаточно большой размер. Так вот они выглядят. Разные начинки есть. А это макеты, как это в разрезе смотрится. Раки или лобстеры? Раки. Это раки. Это раки. Они разрезают. А, это уже лобстеры пошли. Лобстеры с начиночкой. Я думал, что меня здесь уже ничего не удивит, потому что мы были на рынке в Сеуле, в Пусане, а здесь совершенно другие лавочки. То есть все вообще другое. Так прикольно. Такой аквариум. Там снизу, видимо, осьминоги в пакетиках такие охлаждаются. А сверху уже готовая версия. Ну и мясо, естественно, разнообразное. Прямо на рынке также есть едальня. Если хотите вот так вот сесть за столом цивильно, то, пожалуйста, вон тоже, видимо, свинину подают. Что касается вечерней жизни. Вот это наш район, там, где рынок, там, где мы живем. Ну, как-то вот так вот. То есть на улицах уже не так много людей, но, с другой стороны, многим такое нравится. Мне нравится. Нет суеты, ходишь себе, кафешки, рестораны, ночные рынки. Ну, все есть.
Не понял. Да. Николай Викторович? Да. Они вообще лайки уже не ставят, комментарии не пишут. Вы там всех проверьте. Да. Потому что Ютубу так уже плохо. Все блокируется, замедляется. Да. Проверьте всех, кто подписан на канал. Вот, кто лайки не ставит, комментарии не пишет, ну, можете как бы наряд вызывать. Угу, спасибо. Вам на заметочку. Очень такое уютное место для завтраков. Вот такой дворик солнечный. И в данном месте сэндвичи такие вот. С разными начинками. Мощные, да, можно чуть чаечек взять и кофеек. С утра самое то. На острове 3 основных водопада. Мы с вами доехали до 3-го на такси. Стоит 2000 вон с человека. И очень важная информация. Нельзя оплачивать наличкой. Ребят, только карта. Только по карте или Apple Pay. Самое классное на этом острове, возможно, вы ради этого сюда приедете. Здесь очень мало людей. То есть приходишь на смотровую, посмотреть на водопадик. Все, вот она, понимаете? Не нужно в очереди стоять. И ходьба. Очень много ходьбы, ребята. Переезжайте на этот остров, оздоравливаться, ступени, тропинки. Остров переполнен этим. Так как остров вулканического происхождения, это вулканическое происхождение здесь и в хвост, и в гриву. Короче, все делается из базальта. Все тропинки, дорожки, ступеньки, храмы. Все из базальта, ребята. Да я думаю, даже все эти здания, короче, даже отель, где мы живем, короче, походу все из базальта, ребят. Приезжайте, это базальтовый остров. Да, возможно, для кого-то этот остров может показаться скучным. Кто привык к движухе, когда очень много людей. Но вот с этого моста идеально просматривается вся атмосфера. Вот весь остров, он примерно такой. То есть вы гуляете, наслаждаетесь природой, и здесь очень мало людей. Иногда, гуляя по этому острову, такое ощущение, что он вообще вымерший, ребята. Но к этому нужно быть готовым. Ты идешь, никого нету, абсолютная пустота, пустые дороги. Можно посмотреть на плакатик. Так, это съемка с воздуха, дрона же у нас нету. Ну, вот как-то вот так вот, тропинки обозначены, где погулять. Иногда этот остров кажется настолько скучным, что ты даже подходишь к какому-то дереву, на котором растут какие-то ягодки. Похоже, знаете, на бруснику или на рябину. Я только посмотрел, залип на эти ягодки. И дальше по пустынным улицам, смотрите, как примерно вот таким образом идешь в поисках интересных локаций. Многие специалисты по острову могут нам написать в комментариях: так, ребят, вы должны были приехать сюда летом. Но в чем прикол? Очень тупо и глупо просто из России, например, лететь на остров Чеджу. Это нужно совмещать за городами. Это должен быть Сеул, Пусан, и потом вы типа заглядываете на остров. Но если это делать летом, а летом в городах под 40 градусов, то в них просто умрешь от жары. Поэтому, естественно, мы приехали сюда в комфортное нам время, ну и заскочили на остров. Ну, естественно, не летом. Вот так оно бывает. Все-таки этот остров, мне кажется, он больше, знаете, для местных жителей, которые живут в Сеуле. 100% для корейцев, да, которые здесь ездят отдыхать. И они как на дачку летом приехали, да, а нам, людям, которые живут хрен пойми где, за 3-9 земель, сюда отдельно ехать нет никакого смысла. Поэтому думайте сами, решайте сами. Ну или вот так вот идешь, гуляешь, тут мост, смотришь туда в сторону горизонта, это какой-то порт. Ну, какое слово вот у вас на языке вертится? Вот у меня уныние. Просто вот это уныние после мощных городов на материке Южной Кореи. Не знаю почему, а мне напоминает какой-то балтийский вайб. Наши страны-соседи с Россией, либо Фареры. Фареры точно напоминают, ведь Чеджу еще называют Исландией. Тут как бы Исландия на минималочках. Вот как деревенская Исландия. Сейчас такие наши зрители из Балтики такие: не поняли. Город эвакуировали, что ли? Я не понимаю, ребят, что цунами, что ли, объявляют? Это что вообще такое? Широкие полосы, широкая дорога. Где все вообще люди, где машины? Что это такое? Посмотрите. Просто пустота. А, я понял, для кого это остров. Это остров для пенсионеров. Вот вы такие вышли на берег. Вот, опять же, здесь никого в парке нет. И вы просто кайфуете и отдыхаете от суеты, которую прожили за весь
свой жизненный путь. Вы спросите, что это? А я вам отвечу, это памятник унынию. Популярным развлечением на острове Чеджу является пинание шишек. Вот так вот ногой пинаете и кайф. У меня такое ощущение стойкое, что я на острове Сахалин сейчас оказался. Очень похожая природа. Как только какое-то интересное место, сразу же касса, где можно билетики купить, сразу же много людей, разные лавочки, сувенирка, еда, кофеечек. 2000 вон с человека, стандартный прайс. И мы в новом месте, как вы видите, это все на берегу моря, такие тропинки сделаны. И это неспроста. Кое-что тут интересное нас с вами ждет. Но я же вам говорю, это реально остров Сахалин. И здесь находятся вот такие же базальтовые колонны, получившиеся в результате извержения вулканов, ребята. Вот они, такие красавчики. И судя по всему, вот этот ракурс самый кайфовый. То есть здесь не только вот эти вот столбы, которые уже обрушились, еще и видно уцелевшие, вот они вверх прямо из воды вырастают. Учитывая, что на этом острове в целом не так много мест, которые можно посмотреть, учитывая, что мы в мире столько всего уже увидели, ну, наверное, окей, сюда можно прийти. Но если какие-то эмоции, ну, как будто бы нет, мы все это уже 100 раз видели. Место хоть и простое, но продается сувенирка. Купила вот здесь такие бальзамчики для губ в виде статуи. Очень прикольно. Статуя, про которую я вам рассказывала, стоит по 7000. Было бы, наверное, глупо питаться на этом острове и не морепродуктами. Забежали еще один ресторанчик. Здесь готовят суши. Вот нам уже принесли. Мы думали, что будет только рыбка, рис, еще разные здесь какие-то добавки. Тут картошечка в кляре, здесь суп удон. Обалдеть. Это нам еще не все принесли. Это называется ассорти. То есть суши ассорти. Тут и креветочка, и тунец, и какая-то разная рыба непонятная. Давайте попробуем. Вот эту белую, вот какая-то белая рыбка. Все это окунаем в соевый соус. Мне очень нравится, что этот вот васаби здесь натирают. То есть не как у нас в пакетиках, а он прям тут где-то, видимо, произрастает, его натирают, он свежий. Не как у нас, когда доставку заказываешь. Шикарно. Нежно. Свежие. Обратите внимание, это правильные суши. Должно быть минимальное количество риса и больше гораздо рыбки. Это все было для разогрева. Мы-то пришли, естественно, за лососиком. Посмотрите, какая прекрасная порция. И само собой, давайте я продемонстрирую вам. Мы берем лососик, так его убираем. Видите? То есть там риса немножко и очень много рыбы. Так, Елизавета тестирует. Специалист по сушам. Прямо с глубин морей. Боже, такая свежая. Вообще, обалденно, да? Просто. Ребята, приезжайте Нереально, обязательно очень в Южную Корею. Да. И вот такая порция одна стоит 20 000 вон, но это получается целый обед полноценный вместе с супом, с салатиками. Круто. Шикарно. Приезжайте и наслаждайтесь морепродуктами. На острове имеются пляжи с черным вулканическим песком. Это Исландия стайл. Не сказал бы, что у меня появилось бы желание здесь купаться, даже если было бы лето. Но просто насладиться видом почему бы и нет. Но, честно говоря, ребята, без предвзятости, видели мы пляжи за всю свою жизнь и покруче. Я вообще считаю, что этот остров не для пляжного отдыха. Это именно прогулки. В интернете так вообще ходят слухи, что этот остров – это южнокорейские Гавайи. Видимо, люди, которые эту мысль озвучили, они просто не были на Гавайях. А мы-то были на Гавайях, ребята. Это даже не пахнет Гавайями. Вот вообще, даже не пованивает, понимаете? Даже ни одного такого вот неуловимого какого-то феромончика нет. Нет здесь Гавайев. Мы разместили в телеграм-канале пост и спросили у наших зрителей, что посмотреть на острове Чеджу. Кстати, вот наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Так вот, там советуют посетить лес, ферму и сад камней. Ребята, если вот такие рекомендации вы бы услышали, вы бы вообще поехали сами на остров Чеджу, скажите честно? То есть никакого пляжа даже, да? Никакого пляжа нет, лес, сад камней. Мы еще туда обязательно доберемся, это же надо посетить. Вдоль берега можно часто увидеть разные порты, где стоят корабли. Я иногда на них смотрю, у меня прям, знаете, такое стойкое желание отправиться куда-нибудь во Владивосток.
с этого острова Чеджу, как будто, знаете, во Владивостоке поинтереснее будет. Это же буквально рукой подать по карте. Не знаю, куда собрался этот человек, но это единственный человек с каяком, и он хочет пойти поплавать. Как видите, желающих плавать здесь вообще нет. Вот. Абсолютно пустой пляж, волны, но один нашелся. Уходим, уходим, уходим. Владивосток, 2000. Это просто крейзи человек. Это какой-то беспредел. Смотри, что вытворяет. Прям с камней, хоп-хоп-хоп. Все, и уже пошла. Прямиком во Владивосток. По поводу нашего передвижения по острову. Мы выбрали передвигаться именно на такси, потому что, конечно, можно было арендовать автомобиль, но это не тот остров, это, ребята, не Гавайские острова, это очень простенький остров, и самостоятельно вообще нет никакого смысла, потому что, ну, не так много на самом деле мест. А по цене, да, то же самое получится, только меньше проблемы, потому что когда у вас свой автомобиль, допустим, здесь же остров, он пешеходный, вы в какую-то локацию прибыли, и, например, оттуда вы вдоль моря идете километра 3. Вы 3 километра ушли, а автомобиль-то остался там, и к нему нужно обратно возвращаться. А на таксишке вас довезли, вы погуляли, ни о чем не думаете. Туда, в другое место, где вы прибыли через 3 километра, заказали таксишку и дальше поехали. Короче, мы считаем, что вот по этому острову только на такси. Машина вообще не нужна, а по цене то же самое получится. Потому что вы в день делаете 3-4 места, это будет точно такая же стоимость на такси, как если бы вы арендовали автомобиль. И вот мы уже в новом месте. Соответственно, если много автомобилей, много людей, значит, это место достойное. Вот тут статуи стоят, видите, очень много ребят. И мы сейчас с вами опять идем гулять вон туда, куда-то на мыс. С этого ракурса идеально видно гору, где у нас сидит Будда. Вот она, куда мы с вами поднимались в пещеру. Вон справа, видите, золотой восседает. Мыс, к которому мы сейчас направляемся, можно по кругу обойти. То есть вот по тропинке туда и вокруг. Если вдруг вы сейчас уловили какую-то нотку негатива в этом выпуске, ни в коем случае не хочу сказать, что это остров какой-то плохой. Просто этот остров простой. Я показываю все как есть, чтобы у вас ваши ожидания потом вас не наказали. Потому что вы приедете такие, и будет как у нас. Потому что я думал, что мы на какие-то Гавайи прилетим. В целом-то красиво. Почему нет? Посмотрите, если даже сюда повернуться, здесь это такая шикарная гора. Такие панорамные виды. Но просто такое ощущение, что как будто все это мы уже много раз видели, но это наша проблема. У нас уже под 100 стран. Чем вот не Фарерские острова? Тропиночки, смотришь на морешко. Погода такая же, знаете, ветер, чуть дождик срывается. За 10 тысяч вон здесь вас посадят на лошадочку, даже вон такие ступеньки сделаны, и просто сфотографируют. Все, как мы и сказали, не соврали. Вокруг этого мыса можно полностью пройти вот так вот по кругу с одной стороны на другую. И опять же, вот то, что я вам говорил про такси, что не нужно арендовать автомобиль. Вот представьте, мы сейчас туда уходим далеко-далеко, а машина наша осталась бы вон там. И нужно к ней переться, возвращаться. А так ты по кругу прошел, видами насладился. Прямо там заказал таксишку и поехал дальше в следующую локацию. Почти в конце тропы с другой стороны еще один пляж с вулканическим песком. И как видите, никто там не купается, конечно же. Мы прошли всю тропу. Для понимания, вот здесь начинаешь, вот так все обходишь. Здесь резкие мощные подъемы, спуски. То есть такая непростая тропиночка, и обратно сюда же выходишь. К слову сказать, вот здесь, если вы на своем автомобиле приедете, нормально. Потому что вы обратно выходите в том же месте. Время очень вкусно покушать. Мы приехали в одно из топовых заведений, которое обязательно нужно посетить. Сейчас все принесут. Но вы же знаете, что Южная Корея – это любители соджу. То есть соджу – это алкогольный напиток. Здесь градусов
ну, вообще должно быть 16 градусов, ребята, 16 градусов. Они все любят выпивать, плюс это очень даже недорого. И мы решили, что раз мы в Сеуле не пробовали, в Пусане не пробовали, какого хрена вообще? То есть наливаем соджу, ребята, 16 градусов. Перед тем, как сейчас блюдо принесут, я сейчас просто так вот сделаю. Пробуем. Лизон, это как водка. Господи. Еще же соджу, знаете, есть он фруктовый, а это прям натуральный соджу. Чисто водка. Это трындец. Я же крепкие напитки не пью. Я люблю что-нибудь вкусненькое, вино. Это просто водка. Жизнь. К основному блюду нам принесли это яйцо, ну типа омлетик, это капусточка, это какие-то водоросли, это морская капуста, это, естественно, кимчи и еще морская капуста. А сидим мы вот в таком большом ресторане, здесь гигантские столы, наверняка вечером все это занято, а мы специально приехали днем, чтобы в тишине поснимать и вкусно поесть, без суеты. Вот такое классное обслуживание, смотрите, в 3 руки, со всех сторон просто окружают. На этом роботе все приезжает, всего накладывают. И при всем при этом, смотрите, нам еще даже не принесли основное блюдо. Это пока просто разные закусочки. Так, это получается суп, похоже, мисо-суп горячий. Так, вон там что, покажи. Это рис Елизавете. Мне тоже, естественно, рис. Тут что-то похожее на картошечку. А, это картошечка, наверное, вместе с кукурузой и сверху сыр. Это ракушка абалон, называется морские ушки в простонародье. А это батат в кляре. Это еще не все. Здесь варится супчик. Судя по всему, он очень острый. А вот и она. Это рыба-игла, ребята. То есть это основное блюдо, помимо всего этого. Все это вместе подается. Приходит такая специально обученная женщина. И сейчас вы все это увидите. То есть она должна ножичком аккуратненько разрезать, отделить там все кости и убрать позвоночник, хребет, чтобы у нас осталось только одно мясо. Так все это происходит. То есть это у нас верхняя часть снимается. О, как вилочка, смотрите, чик, ювелирно. Все мясо ловким движением, опачки, отделяется от костей. И далее также ювелирно вытягивается весь хребет. Опа! Все, осталось одно мясо. Рыбье. Чистый белочек. Это похоже на турецкий завтрак. Давайте просто сразу все пробовать. Короче, я себе налил этого прекрасного мисо-супа. Там водоросли. Обалденно вкусно, просто свежайшие водоросли, вот только добытые с глубин морей. Дальше у нас, давайте попробуем вот эту вот кимчи. Скорее всего, наверное, она островатая будет. Кимчи просто шикарная. Дальше возьмем вот такую вот замечательную морскую капусточку. Вот она, нежнейшая, наверное. Это превосходно. Морская ракушка. Морские ушки, так называемые. Говорят, что очень вкусно. Блин, а что мы раньше не пробовали? Даже не похоже на морепродукт. Знаете, что похоже? Это кальмар. Похоже на кальмар, ребята. Обязательно попробовать. Теперь берем вот отсюда эту смесь. Скорее всего, это, наверное, очень острое. Она так поливала все это. Еще можно, конечно, риса добавить. Ну, давайте попробуем для начала это, чтобы не спешить никуда. А потом все это закусим рыбой, ради которой мы сюда пришли. То есть это вот так берется. Это тоже рыба. Это шикарно, это не остро. Ну-ка, бульон попробую. Вот такой пикантный вкус, но не острый. Вообще можно есть. Шикарно готовят. Обалденно. Я люблю такое. Что-то необычное. Ну и то, ради чего мы сюда пришли. Прям вот так этот рыбешечку вот вот берем нежнейшую. Блин, она нежная такая, она прям разваливается. Ну-ка. Ребята, это нежнейшее мясо. Обалденно вкусно. Я не могу остановиться. Представляете? Нет костей вообще. То есть кость, только вот это вот. Все. Все остальное, костей нету. Просто можно прям руками брать, наверное, это есть. Очень вкусно.
Как хорошо, когда солнечная погода. Мы вот прыгнули в такси и в сопровождении полиции едем в сторону самого красивого места. Это огромный вулкан. Будем сегодня на него подниматься. За такси мы отдали 48 тысяч вон. Приехали прямо к подножию вулкана. Здесь такая дикая инфраструктура, куча автомобилей. И вот он, вулкан. Нам с вами предстоит прямо туда, на самый верх подняться. Я что-то такое думаю, футболочки, солнышко, хрен там плавал, блин. Вообще, знаете, как холодно стало. Сейчас, видимо, нам придется тепло одеваться. Очень удобно. Везде есть карта. И ты можешь рассчитать свои силы и примерно представить, что тебя ждет. А вот, кстати, еще одна проблема путешествий на автомобиле. Это же нужно место парковочное найти. Ну нафига оно надо? Которого здесь нет, кстати да, говоря. Машину как так на Гавайях, вот, знаешь? машину так кружат. На такси приехал и кайфуешь уже сразу. Вход платный, 5000 вон с человека, чтобы посмотреть на вулкан, подняться. Имейте в виду, что на дроне вообще нигде нельзя летать. Можете с собой даже не брать его на остров. Итак, это начальный подъем. Мы двигаемся вверх. Пока что легко. Тут все так плиточками вымощено. Пока легко. Далее все сменяется лестницей из каменных ступеней. Подъем становится покруче. У меня такое ощущение, что этот остров — это какой-то лагерь для спортсменов. Фитнес-лагерь. Типа до 100 лет гоняют, чтобы они чисто ходили каждый день. Просто ходишь. Ну вот этот ракурс может быть где-то в отдалении чуть-чуть похож на Гавайи, окей. Но растительность все это дело выдает и сдает с потрохами. Потому что на Гавайях другая растительность. Такой огромный камень стоит. Интересно, когда он рухнет. И шикарнейший вид на океан. Но пока что это место самое живописное, я считаю. Действительно, да? Были бы все места вот такие на острове. Одно из самых красивых мест на острове Чеджу. Все-таки погода очень сильно влияет на настроение. Вот если я там говорил, что это унылый остров, ну, в целом так оно и осталось. Большинство, оно уныние. Давай, погнали наверх дальше. Но есть места такие вообще не унылые. Вот так вот. Возможно, сюда стоит прилететь на 2 дня. Смотришь неунылые места. А если тебе повезет с погодой? У нас да. за неделю 1 день солнца, это сегодня. Да, тоже есть такой момент. От этого места я в полном восторге. Я обожаю такое. И спорт, и шикарные панорамные виды. Неожиданно, конечно. Я думал, мы будем гораздо дольше идти. Короче, поднимались буквально минут, наверное, 15. Все. И вот кратер вулкана. Это финальная точка. Здесь место, где можно посидеть на скамеечках. Уже не дует ветер. Вот так вот наслаждаешься видами. Можно ярусом повыше залезть. И все. Как тебе место по 5-бальной шкале? 5, да? Да, классное вообще. Классное место, легкое и красивое. Этот вулкан образовался около 5000 лет назад. Образовывался он под водой, и в результате извержения вулкана, получается, вырвался на поверхность. У него форма чаши, если особенно с воздуха посмотреть, к сожалению, здесь нельзя летать, но фоточку, я думаю, мы вставим. Если с воздуха посмотреть, у него на краях кальдеры такие пики, и кажется, как будто это корона. На обратном пути найдена вторая деталька большого пазла так называемых Гавайских островов на острове Чеджу. Согласны же, да? Смотрите. Чем вам не кусочек Гавайских островов? Еще один. Мы с вами только что были вон там, на самом верху. А если спуститься пониже, здесь такая роскошная бухта. И в этой бухте происходит знаменитое шоу женщин-ныряльщиц. Эти женщины-ныряльщицы называются хэньо, дословно «женщина моря». И они знамениты тем, что без какого-либо оборудования ныряют на глубину 10-20 метров для того, чтобы достать моллюски, водоросли. На 2 минуты ныряют, выныривают, и это все продают. Причем в 2016 году культура хэньо была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Интересно, почему именно женщины
женщины ныряют, а не мужчина. Потому что в Корее в 18 веке, именно на Чеджу, налоги на мужской труд были выше. И поэтому добыча морепродуктов легла на женские плечи, сделав их главными кормильцами в семье. И очень важно, ребята, это представление женщин-ныряльщиц здесь, в этой бухте, происходит в 2 часа дня. Естественно, все, что эти женщины-ныряльщицы добывают прямо здесь, в этой бухте, вы можете заказать, пройти вот в этот вот ресторанчик на берегу и отведать. Мы не голодные, поэтому морепродукты есть не будем, уже объелись. Зато покажем вам мандаринки, смотрите, то есть они вот с такой шишечкой сверху. Нигде в мире больше мы таких мандаринок не встречали. И очень вот так вот легко чистятся, потрясающе. Шкурка просто вот по кругу вот так вот отлетает. Обалденные. Раньше я думал, что самые лучшие мандарины, они где-нибудь в Абхазии. Такие сладкие, сочные. Но все-таки самые лучшие мандарины, ребята, на острове Чеджу обязательно попробуйте. Нигде таких сладких, вкусных и мягких не пробовали. И без косточек они. А килограмм стоит 8-10 тысяч вон. Шикарные. На выходе можно купить себе сувенирную продукцию. Ну так, рассказывай, что это у нас, естественно. Это у нас символ острова Чеджу, хранитель, оберег. У нас теперь тоже такой будет. С которым все уже знакомы. Везде они стоят. По городу, по дорогам, вот их огромное количество, и большие, можно вот такого взять, и маленькие, можно в огород поставить к себе, если у вас есть огород, ну, очень красивые они, конечно. А вот эти, посмотри, какие классные. Есть такие уже более-менее мультяшные, наверное, потому что в основном все они выполнены из этого вулканического базальта, камня. да. Помните, мы вам рассказывали, что вокруг острова есть пешая тропа, можно вокруг острова пройти пешком. Короче, от нашего жилья мы сюда ехали на такси целый час. Но если у вас есть желание, смотрите, вот эта тропа, она здесь продолжается. И прямо до этого вулкана вы можете дойти пешком. Ну, примерно за день, наверное, будет идти, конечно, целый. Ну и вот про то, что мы вам говорили, типа уныние. Вот, ребят, смотрите, мы вас не обманываем. Вы поднялись на вулкан, спустились дальше, по тропе идете, ну все уже, понимаете, уже не та инфраструктура. То есть места какие-то классные есть, но сам остров, он какой-то, знаете, вот он такой вот. Вот такой, вот как это здание. Вот посмотри, он такой, здание. как вот это здание, реально, блин. Поэтому имейте это в виду. Какая хорошенькая свинка. Мы с вами уже такую пробовали. То есть дядька этот у нас из камня вулканического и свинка, которую он скоро съест. Шикарный кадр. Буквально 2 минуты езды от места, где мы с вами только что были, на таксишечке. И как вы думаете, что это такое? Это опять прогулка. Это опять мы с вами идем гулять. То есть мы вдоль вот этих вот скал, рядом с океаном, там вот по центру экрана наверху маяк. Нам с вами нужно до него дойти. Это просто вау. Если представить, что ты кореец и прилетел с материковой части из Сеула или Пусана на 2 дня, то в целом как будто нормально, да? Вообще обалденно. Вышел-то после работы на 2 дня, выходные, погулять, да, классно. Но когда ты прилетел сюда, вообще хрен пойми откуда, ребята, там из России, это очень далеко добираться на самолетах, то, конечно же, это не Бали, это не остров Пхукет, это не Гавайи. Вот идем, гуляем. Стараемся быть на позитиве, с юморочком. Здесь красиво. Красиво, такой да. Океан, море, такое красиво. Волны. Класс. Опять же, мы такие уже путешественники, которые повидали много чего, поэтому мы здесь стараемся, да, быть на позитиве. Такие, мы не зря приехали, это стоило того. Шли буквально 10 минут. Это Фарерские острова, вот маяк. Прямо по центру бейкери, там выпечка. Дальше вулкан, на который мы сегодня с вами забирались. И вот такая вот живописная бухта. Еще вам в ленту шикарный вид на вулкан, где мы с вами только что были. А тут справа, где бейкери, это, видимо, бывший дом Сталина. Как дача, знаете его в Абхазии, да? Реально. Похоже на сталинскую движуху. Недурное место. То есть берешь подносик, сам себе набираешь выпечку. Сколько стоит? Смотрите, какие здесь есть десерты в виде вулкана. Очень красивые. За все и еще 2 чая получилось 38 тысяч вон. Я в шоке. Как в ресторане, да? Пообедать Обалдеть. или поужинать. С таким видом мы, конечно, еще булочки не ели. Обалденно, да?
Самое классное на острове Чеджу — это есть булки в видовых кафе. Мне кажется, они это уже поняли. Особенно вот с видом на океан, вообще кайф. Давай, откуси сочно, да, вот там, детка. Это самое лучшее, да? Какие тропы вот эти какие-то ходишь, как это дурачок какой-то. Это кайф. Сел, съел вкусный круассан. И прям сразу чувствуешь себя счастливым на острове Чеджу. Булки я уже тестировал, они всегда вкусные. А вот такой вулкан мы еще не ели. То есть так вилочкой берешь его, смотрите, это чизкейк. Там внутри лава, естественно. Это очень вкусно. Тебе понравится. Просто нежнейший чизкейк. Такое ощущение, что лучший в мире, как будто лучше я не пробовал. Я реально говорю. На острове есть еще одно популярное развлечение. Это когда вы покупаете круассан, внутрь запихиваете вулкан. Вот так вот вкусно. Представляете, он запихнул. Наслаждайтесь. Запихнул чизкейк в круассан. Очень вкусно. Вдвойне вкуснее стало. Мы вновь в такси едем в очень интересное место, но как иначе? Все места на этом острове, они очень интересные. Куда мы отправляемся? Мы отправляемся сгонять жир после принятых круассанчиков. Место называется Чеджу Rail Bike. И пока не совсем понятно, точно ли мы худеть приехали. Как вы поняли, мы сейчас будем кататься на специальных вагончиках. То есть здесь такие железные рельсы и очень много вагончиков. Специально Смотри, там созданных. едут, прикольно. Да, там на горизонте видно, как много этих вагончиков едут. Или это не, как правильно назвать? Вагончики, не Это вагончики? велосипед на рельсах. Велосипед на рельсах, только ты педали не крутишь, он сам едет. Нет, ты крутишь педали. Ты что? А, Ты же да? пришел сгонять. Точно, смотрите, здесь педали, реально. Вот это прикол. Так, садимся. Опа. Короче, мы сели. Так, ребята потихонечку отъезжают. Здесь есть инструкция. Дистанция должна быть 20 метров. Yes. Okay, this flag is automatic. Automatic, Automatic. okay. An emergency cone over there. Okay. А, Yeah. видишь, автоматическая. Brake, okay. Just do not crash the То есть front. только Окей. тормоз. And be careful your belongings. Короче, Окей. это обман. Эти педали не нужны, вы поняли? Ну вот, мы останемся жирными, умрем жирными. Блин, я думал, что педали буду крутить. Она сама, эта машинка едет, но иногда ты можешь на тормоз здесь как бы нажать Брейк-тест. и насладиться. Okay. Ready? Okay, let's go. Все, ты вот смотри, он сам едет, все. Мы ничего не делаем. Я привезла его кататься, чтобы он на велике проехался, а здесь Там очень всё. красивые виды, там ветряки крутятся. Просто едешь, Ладно, у наслаждаешься. нас есть одна задача — не врезаться в тех, кто спереди. И для этого только тормоз. Все. Просто когда ты видишь, что близко подъезжаешь, тормоз нажимаешь. Так, мы встали, ждем команды. Сейчас должен быть очень резкий спуск вниз. Так, Лиза на тормозе. У меня рука занята, я снимаю. Так, сейчас нам этот чувак даст отмашку, говорит, все, отпускаем тормоз и просто как сумасшедшие туда летим. Так, все, просто убираем тормоз, все, ничего не нажато. Так, Готов? Ты готов? Смотри, сейчас так будем орать, давай, так, разгоняемся. Я прикольная штука. Я просто наложил полные штаны кирпичей сейчас, ребята. Таких приключений от острова Чеджу мы, конечно, не ожидали. Это верх восторга. Американские горки парк Universal Studio нервно покуривают в стороне. Cherry Tree Road. То есть здесь, возможно, сакура была бы ванила, Да, класс. а все, сакура уже отцвела. Смотрите, какая она уже зеленая, она не то что отцвела. Она уже перецвела. Судя по всему, это очень древнее развлечение. Это мы сейчас на новых вагончиках едем. А это вот старые версии вагончиков. Такие уже все зачуханные. Это просто невероятно. Потрясающий, невероятный опыт. В конце еще, ребята, здесь невероятный, потрясающий живописный парк с животными. Зоопарк под открытым небом. Рекомендуем обязательно это место к посещению. Тут разные козочки, вот барашки ходят. Это вот, знаете,
Ну, Сингапур просто отдыхает. Вот Смотри, национальный какой парк, зоопарк на острове Фукок, они нервно покуривают в стороне. А еще здесь есть такое желтое поле с цветами. Классно. Вообще. Пахнут интересно? Кстати, пахнут. Такой странный запах. Такой же странный, как... Запах чеджу. Здравствуйте. Вам нравится остров Чеджу? Вам нравится остров Чеджу? Вам нравится? Понятно. Ясно, ясно. Все, боже, можешь не повторять. Так это получается, мы тебя ели на рынке, да? Эх, судьба у тебя, конечно, не очень. Ребята, черная свинья. Вот она, понимаете? Мы ее ели. Кролики здесь еще есть. Короче, такой, знаете, маленький парк, чисто для детей. И больше всего, мне кажется, подходит для местных жителей, которые живут или здесь, или там в городе сюда прилетают. О, даже альпака есть. Вы знаете мою любовь к кофе. И здесь на острове находится один из самых красивых старбаксов. Смотрите, какая красота. Кофеечку шлепнул и погнал дальше смотреть остров. Вы, наверное, спросите, ребята, ну сколько можно показывать каких-то животных неинтересных, ездить на байке, когда уже будет лес? Самое популярное место здесь. Ребята, добро пожаловать. Вход в лес платный. 3000 вон с человека. Проверяем билетик и заходим. Что же за лес такой интересный? Он называется Биджарим. И считается, что это самый большой лес с хвойными деревьями, который называется Торея. Эти деревья растут очень медленно, но зато они живут более 1000 лет. Так вот, в этом лесу 2800 таких хвойных деревьев возрастом от 500 до 800 лет. Просто представьте, насколько это уникальное место. Здесь такой воздух необычный, поют птички. В целом классное место для прогулок. Вот даже я сейчас иду, и прям очень так вот дышится вкусно. Да, вкусно. Именно Вкусный. вкусно дышится. Древесина этого дерева считается одной из самых ценных в этом мире. У нее такой золотистый цвет, вкусненький аромат, как я вам уже сказал, и упругость. Это получается как будто тебя писали, да? Упругость. И, кстати, именно из этого дерева изготавливают самые дорогие престижные доски для игры в Go. Стоимость такой доски может достигать десятков тысяч долларов. Плоды и масло дерева используют в пище, а в восточной медицине орехи использовали для борьбы с паразитами и для улучшения пищеварения. Такое ощущение, что это аромат детства. Ты такой мелкий, заболел, и мама делала эту ингаляцию. Огромный, короче, таз там или кастрюля, там всякие травы. Сверху тебя накрывают, и ты там дышишь. Вот здесь то же самое, только это очень комфортно, и ты не потеешь. Ну, вообще считается, что Очень эти вкусно. деревья, когда ты ими дышишь, они укрепляют иммунитет. Так что мы сейчас немножко подзарядимся здоровьем в этом лесу. О, я не могу надышаться. У меня вообще бизнес-идея появилась. Не знаю, кто ее воплотит. Короче, вейпы, сигареты. Это же все вредно, все это вдыхается. А что если сделать вейпы, а в них, например, впускать, наполнять их... Не вейп, а прям баллоны надо, вот Ну так да. вот дышишь. То есть там какие-то баллончики покупаются с дополнительную плату, знаешь? И ты вместо того, чтобы гадость вдыхать, ты сидишь такой и вдыхаешь аромат вот такого вот леса. Мне кажется, тогда вообще все люди бросят курить. У них привычка будет не сигареты курить, а никотин. Они будут вот этот воздух вдыхать. Как вам идея? Символ наследия леса. Вот этому дереву более 800 лет. Называется мускатное дерево нового тысячелетия. А это дерево любви. Желаем каждому, кто смотрит это видео, любви. Представьте, что вы целый день гуляли, разные были интересные леса, и вот вы приехали поесть свининку. Но чтобы отведать свининку, нужно сначала вот так вот на стульчиках посидеть,
чтобы дождаться своей очереди. Ждали мы примерно полчасика и, видимо, не зря. Посмотрите на эту красоту. 6 видов свинины черной с острова Чеджу. Также отличный стол с закусочками накрыли. Кладем сало и вот так вот хорошенечко промазываем, чтобы у нас ничего не пригорело. Здесь мы готовим самостоятельно. Можно, если какая-то закуска закончится, брать в салат-баре, так называемом. Все безлимитно. И свинина, вот такая порция на 2 человек, стоит 49 тысяч вон. Но сначала пробуем пиво с острова Чеджу. Мы вообще не по пиву, но почему бы и нет? Оно холодненькое. Так, наливаем себе. Попробуем. Я в пиве вообще не разбираюсь, но это вкусно. Оно такое охлажденное, такое, знаешь, какое-то вязкое такое, знаешь, такое плотное. Это самая приятная часть. Все разогрелось и сверху накидывается мясо. О, сейчас поедим вообще, ребятки. А мы голодные, как волки южнокорейские. Елизавета уже раскладывает следующую порцию мяса. Также нам еще супчик принесли. Стол просто ломится от еды. Ребята, это вообще, это что такое? Это объестся. В наборе даже имеется вот такой вот омлетик пышный в горшочке. Помимо основного набора еще постоянно подходят, смотрите, и чего-то подкладывают. Кстати, свининка там. Я попробовал супчик отменный, острый, пикантный. Мясо все свежее, вкусное. Глаза просто разбегаются. Можно брать нори, сюда заворачивать рис, миксовать это с мясом. Параллельно супчик съел. Потом, например, берешь этот омлетик, омлетиком закусываешь. Тебе мало, берешь сюда, вот идешь. Здесь свежие листики салата. Взял этот листик салата, сюда закрутил мясо, там еще риса добавил. Или просто вот так вот берешь листик. Ну, очень вкусно. То есть полностью сбалансированная южная корейская кухня. Объестся. Пиво и рис еще брали дополнительно. Получилось за все 59 тысяч вон. Место очень понравилось. Обязательно приходите. Это просто топ. Свинина божественная, очень вкусная, все свежее. Вот. Продолжаем исследовать места на острове Чеджу. Здесь у нас такая шикарная беседка в китайском стиле. Это гольф-шар, но на самом деле, вы сами понимаете, да, это для исследования, возможно, даже ночного неба или что-то такое? Для исследования атмосферы. Да. И тут прекрасный вид на море, близлежащие острова, вот такой вот обрыв, чистая водичка. Там еще ветряки крутятся, ветвятся, создают энергию. В целом, очень даже неплохо. На острове имеется самый высокий вулкан. Мы с вами были на маленьких разных вулканах, а это вот самый высокий, и он виден в ясную погоду. На него можно забраться, но мы что-то решили не ходить. Как будто бы смысла нет, там оттуда вид обычный абсолютно. Вид реки, который вы только что видели вдали, к ним можно подъехать. Мы, естественно, подъехали на такси. Какие-то работают, какие-то не работают. Классное место, прямо на берегу моря. Можно арендовать вот такие вот электрические велосипеды, самокаты и пойти или поехать. Вот, смотри, они поехали на паровозике. Короче, ездишь или просто гуляешь, дышишь воздухом океана. Шикарно. Даже здесь установлен такой небольшой монумент женщине-ныряльщице, про которую мы вам уже рассказывали. Учитывая, что на острове Чеджу особо некуда ездить, очень мало мест, это место нормальное, дует ветер. Ветряки красиво, но знаете, что меня больше всего поражает? В 2011 году остров Чеджу был признан новым чудом света. Знаете, вот есть 7 чудес света, потому что типа это вулканическое происхождение. Я такой, чего? Чудо света? Господи. Возможно, мы не шарим
приехали не в то время, не в тот сезон. Пожалуйста, ребята, кто был на острове Чеджу, напишите, если вы здесь были, согласны ли вы с нашим мнением. То есть какое наше мнение? Приехать, может быть, стоит на 3 денька, но места не вау. Нет такого вообще вау-эффекта абсолютно от острова. Очень такой обычный, какой-то размеренный, немного деревенский. И, наверное, сказывается то, что мы посетили действительно много стран. Возможно, если приехать сюда в самом начале своего пути, места могут понравиться, но без вау-эффекта это однозначно. Безусловно, здесь есть что поделать, но мне кажется, вот это вот впечатление, которое у нас сложилось, благодаря которому мы сюда поехали, его составили блогеры. И блогеры, грубо говоря, обманывают своих зрителей, снимая вот такие видео на там 5-10 минут, потому что про Чеджу мало выпусков, и в основном там быстренько 4 места показали красивых, знаешь. Самые красивые. Дрон нам подняли, типа, Я тоже вау. могу такую нарезку сделать. Да, остров такой классный, прям все стоите, но когда ты здесь живешь как бы больше недели, и ты все это видишь своими глазами, и мы вам показываем полноценную картину, и вот тогда уже складывается впечатление, и, возможно, вы, посмотрев наше видео, поймете, как бы, нужен вам этот остров или не нужен. То есть у нас такая более-менее вот в этом выпуске правдивая картина про остров Чеджу. И красивые места показали, и минусы показали. Я так понимаю, что мы с тобой прибыли еще в одно популярное место. Да, мы с побережья переместились в центр острова, и здесь находится музей чая. Очень популярное место, чайные плантации, красивое, инстаграмное. На потеху толпы напротив входа есть небольшая чайная плантация, где можно прогуляться, пофоткаться, вот чаечек так пощупать, понюхать. Ну, кстати, ничем не пахнет. Небольшая совершенно плантация, зато можно классные фоточки сделать. Я и чай. А после того, когда сфотографировался, на фоне чайных полей идешь куда? Правильно, туда вот пить чай и есть булки, естественно. По совместительству это место чайный музей. То есть можно посмотреть на разные виды чая. Тут же сразу чай упаковывают, расфасовывают по пакетикам. Очень много людей. Можно чай попробовать. Вот здесь дегустация. В очереди постоял, чаек попробовал. Здесь, который вам понравился, взяли. Сразу же на кассе оплатили. Пошли дальше, вот так вот по кругу. В общем, идете, все это пробуете, смотрите. Людей очень много. Матча вот зеленая, кому нравится. Вот все это тут можно попробовать. Также здесь разные сладости, которые сделаны из чая или матча. Все, собственно, производство упаковано, и даже логотип и название этого заведения. Уже готовые наборы, сеты, то есть разные десерты из чая и матчи. Вы подходите вот сюда к этим мониторчикам, все заказываете, вам выдается этот колокольчик, все, он зазвенел, вы взяли свою еду и пошли, присели, попили чай, покушали. Очень удобная система, на самом деле во всех заведениях современных эти мониторы присутствуют. То есть ты подошел, здесь всего себе натыкал, оплатил, указал номер вот этой вот пикалки, отошел, спокойненько ждешь. То есть нет никакого контакта вообще с кассирами. Набрали себе вкусняшек и сидим вот с таким видом. Вон там все это покупается, очень много зелени вокруг, столики сделаны. Счет 23 900. За все. Мне нравятся, конечно, эти десерты по цене обычных блюд. Итак, это у нас матча с клубникой. Замороженная вся такая? Так это молочный коктейль получается. Я думал, это чай будет какой-то холодный. Это молочный коктейль. Ну, в целом нормально, но я, честно, этот матчу не совсем понимаю. Прикольно, но я что-нибудь другое бы взял, честно. Это для любителей. Далее мы взяли мороженое. То есть это матча, перемешанная со сливками. Ну, тоже такое, вроде прикольно, хоть для любителей. Ой, ну все, вообще зажрался десертами. Ну, реально, Ну, ладно, вот это попробуй точно. Матча со стrawberry десерт. Матча со стrawberry. Мы чисто для контента взяли, раз уж мы здесь. Конечно, да. Давайте. Так мы вообще не едим ничего. Так, вот так возьмем. То есть матча со стrawberry. Вот это уже вкуснее. Вот это с чайком бы очень клево зашло.
Жалко нет чая, потому что все холодное. Вот это вкусное. Здесь же находится большой магазин косметики Innisfree. В чем прикол? Они свою косметику изготавливают на основе чая, который здесь производится. Поэтому, если вам интересна корейская косметика, тоже посмотреть, что-то протестировать, можете посетить и другую зону. Кстати, по поводу дорог. Вот когда преодолеваешь разные расстояния, там, едешь полчаса, час, то все дороги, ребята, они вот такие примерно. То есть они не живописные, просто обычные дороги. Ну, как будто, знаешь, где-нибудь из Москвы в Питер едешь. Ну, вот реально, да? Вот ты едешь из Москвы в Питер летом или обратно. Да, зелень, много зелени, но, тем не менее... Я бы даже сказал, что не похоже на остров, как будто не по острову едешь. Да. Это не то место, которое вот кажется, что окружено там океаном. Так что тоже это имейте в виду. Если машину будете брать, то живописности здесь, конечно, нет. Сейчас, кстати, едем на такси, а там стоит круизный лайнер. И мы такие, это же идеальный остров именно для круиза. То есть ты высадился, купил там экскурсию, тебя весь день покатали, 3 места показали, и все, ты уехал. То есть одного дня в целом на этом острове, мне кажется, достаточно. В общем, идеальный остров для круизов. Внимание, лайфхак. Если вам сложно найти неострую еду, особенно это касается стран Азии, типа там Китай какой-нибудь, вот где мы сейчас находимся, Южная Корея, ребята, всегда вам на помощь придет фобо. Или, в общем, заведение вьетнамской кухни. Вот я, например, беру фобо суп, смотрите. То есть это вот такая вот лапшичка прекрасная, с мясом говядины, огромный суп. У Лизы, покажи, что у тебя, что здесь рассказывай. У меня любимое блюдо бунча. Полюбили его после Фукуока. Здесь мясо, лапша, очень вкусно. Это все поливается соусом. Безумно вкусно. Еще вот банми подали. Это такая булочка хрустящая. Вот так вот называется заведение Фобэй. И стоит порции по 10-12 тысяч вон. Короче, можно отлично поесть. Не остро и вкусно. Это как пельмени в Китае, Да. вот нечто подобное. Перекусил и не Если отравился. любите вьетнамскую кухню, будет не остро и очень сытно. Мы же с тобой даже не сказали людям, где мы живем. Ребята, сейчас мы расскажем. прям в порту. Вот, тут находится наш отельчик. $35 всего. Да, $35 недорого и в целом хороший отель. Полотенце меняют каждый день, воду приносят, но до города, имейте в виду, до рынка 1 километр пешком. Или на такси. Ну, такси А тоже. так вышел, спокойненько гуляешь, мосты красивые, набережные. Просто погулять нормально. Прекрасная солнечная погода, замечательное настроение. И мы решили сегодня, весь остров уже отсняли. Есть еще одно место, куда нужно сгонять. Это музей близости. Там просто такое слово, которое на ютубе нельзя говорить. Там «се» и вот это продолжить. Мы не будем, вы сами понимаете. Почти идем в музей близости. Ну что, все вот это место полностью, ребята, посвящено кексу. Идем смотреть. Оу май. Сразу же на входе, друзья, вот такие вот витрины. Я близко не буду показывать, хоть чего вы понимаете, да, что здесь продается. Пойдемте сразу в музей. Интересные товары продаются для Интерес- женщин в том числе. А вход стоит 15 тысяч вон на человека. Пойдемте. Уже интересненько. Так, а кот это подглядываешь? Что за звуки? Ё-моё. Не знаю, что происходит. А вот это. Ой. Ой. Опа. Нашли самое безопасное место, где можно хоть что-то вам рассказать. В общем, получается, это двухэтажный музей. И здесь изучение близости с точки зрения культуры, как вообще к этому относятся в разных странах. Можно получить довольно-таки интересную информацию, вообще посмотреть, как к этому относятся в разных странах, что это было уже там с древних времен. К сожалению, показывать не все можно, но вот что сможем, то покажем. Приходите смотреть и образовываться. Такой интересный коридор с деревьями. А это арома-комната, да? Да. То есть заходишь, значит, в арома-комнату. О, то есть такой понюхал и возбудился, да? Ничего себе. Слушайте, пахнет очень вкусно. Вот другая комната. А здесь что? Тоже. Тоже? Ты возбудился же? Это определенные запахи, которые стимулируют. Видимо, нужно будет слушать. Смотрите. Телефонная трубка. О.
Он тут разговаривает со мной. Вы слышите? А, вот здесь в трубке должно быть слышно вот. Какая-то девочка разговаривает со мной. А, это, короче, этот... Ну, по телефону, короче. Я не могу произносить, потому что на ютубе. Вот это вот слово по телефону. Да, вот оно. Слышите? Близость по телефону? Близость по телефону, да, вот она. А здесь здесь нужно букву взять зарай. провод. Это, да, ну-ка, веди его. Нужно не дотрагиваться до этой штучки. А, слышите звуки? Ой. Ты, короче, ведешь и доставляешь девушке удовольствие. Вот это, ребята, я понимаю, музей. Что за кнопки? Так, загорается женщина. Окей, здесь мужик. Загорается мужик. Здесь, судя по всему, можно руки запихнуть и потрогать кого-то. Ну-ка. А, нифига. Ничего себе там. Можно сиськи помять. Чьи-то, да? Да. И там даже снизу можно потрогать. Я смотрю, тебе понравился музей, да? Да, сверху так потрогал, снизу еще. Ничего. Твоя очередь, давай. Я даже не буду туда руки засовывать. Это не Потрогать для меня. мужчинку? Так, давай. Снизу потрогай, что там? Есть что-нибудь снизу? В смысле? Нифига себе. Как там сделано? Там сквозь одежду или так? Сквозь одежду. Сквозь одежду? Оу. Следующий орган – это глаза. Короче, близко не подходи, а то нас заблокируют. Там куча картинок, там жесткая обнаженщина. Все голые. Полностью. Но для этого есть лупа. Ну-ка. Йо. А покажи через лупу что-нибудь. Покажи. Так она не видит. Можно разглядывать долго. При желании даже можно биологию здесь поизучать, человеческую. Возможно, для кого-то здесь будет полезная информация. Вот. Можете почитать. Я так понимаю, что нам понадобится переводчик. Друзья, вы тоже можете сейчас Google переводчик сфоткали и перевели, что здесь написано. Как раньше выглядели женские тампоны. Судя по всему, вот они из губок делались. Вот, и прокладки. А это вот женские трусики, да, как памперсы. Представляете, ребята? Радуйтесь тому, что мы живем с вами в современном мире уже. Ёкарный бабай. Все крутится, вертится. Что-то там показывается нам крупным планом прям. Не знаю, что значат эти сцены, но, возможно, кто-то из вас узнает в этих сценах себя. Разные позы, и можно посмотреть, какие позы для мужчин сложные или для женщин сложные, а также можно увидеть, какие позы больше всего доставляют кому удовольствие. Сфотографируй себя на память, чтобы знать. Я вам, конечно, не все показываю, но здесь на самом деле очень круто по-научному. Так-то, если каждый плакатик рассматривать, здесь очень-очень много всего по науке написано. Вот, например, процесс производства ребенка. То есть здесь вот все начинается, туда-сюда, тут уже ребеночек. И также можно, видимо, послушать, да, сердцебиение, да? Одеваешь, слушаешь. Место, посвященное средствам защиты, да? Тут разные средства защиты используются. Вот так вот все это выглядит интересно. Что нужно есть, чтобы всегда быть в здравии? И чтобы с этим не было проблем. Вот, пожалуйста. Здесь, ребята, все изображено. Поэтому фотографируем. Вот. Здесь и все, вот что есть на острове Чеджу. целом, Свининка, устрицы, рыба и, конечно же, апельсинчики с мандаринчиками. Мы плавно перетекли в Рим, Египет и Грецию. Все в одном флаконе. Вот как это было в те времена, в тех странах. Я бы себе такую картину повесил дома. Прям стрим идет, и картина сзади вот так висела бы. Или вот этого фараона его поставил себе тоже какой-нибудь в угол. А вот это, по-моему, ребята что-то перебрали. Вот такой идешь, ну вот красиво, да? Голову поднимаешь, такой, ё-моё. Она такая смотрит и не может выбрать. Так, какой же выбрать, даже не знаю. Давайте с вами заглянем вот в эту дырочку. Так, что здесь происходит? Ой, ё-моё. Так, здравствуйте. Интересно, конечно.
Так, а здесь что дальше, если сюда посмотреть? Ой, нормально. Музей очень большой, несколько залов, и собрано вплоть до статуэток, маленьких каких-то фигурочек. Даже есть журналы 90-го года, Playboy. Playboy. Вообще классно. И есть еще диски и книжки, конечно же. Вы знаете, что я не люблю музеи, но этот музей обязательно нужно посетить, если будете на этом острове. Продолжаем исследовать Чеджу, а точнее гастрономическую кухню. И сегодня мы в одном из самых лучших ресторанов, он называется вот так вот, дают такие фарточки. В общем, как всегда, накрывают очень много закусок, и мы взяли здесь говядину. Хотя можно взять еще и свинину. У нас здесь такой стейк, кусок просто вкусманище. И стоит говядина 69 за одного человека, а свинина будет стоить 69. Окей. Ну и сами все готовят, потому что очень дорого все, хороший сервис. Я сейчас камеру поверну, чтобы ребята атмосферу посмотрели. Вот так вот садишься. Очень роскошное место. Очень удобно. Ничего сам не готовишь. Он уже мясо сделал, нам положил. Ну как тебе? Обалдеть. Такие мини-стейки получаются, да? Как он все это готовит, аж слюна течет, да? Все шипит, кипит, там нарезается. Обалденно. Сразу же берешь, закидываешь себе в рот. С кайфом это проглатываешь. Параллельно разные салатики, соусы. Это гастрономическое удовольствие. Соус невероятно вкусный. Какой-то соевый соус. То еще добавили овощей. Мясо бомбическое. Знаете, когда есть огромные стейки, представьте, что его разрезали на много частей. Со всех сторон все прожарено, даже по бокам. Очень вкусно. Короче, он все это приготовил, наверное, минут за 5. Быстренько сделал. Говорит, все, развлекайтесь, кушайте, берите вон овощи жареные, мясо, наслаждайтесь. Место шикарное. Наверное, действительно, одно из топовых мест на этом острове. Рекомендую. Также мы взяли black pork, то есть черная свинина, которая здесь на острове Чеджу выращивается, и все рестораны давай, ему специализируются готовить на ней. сейчас будет. И она копченая, друзья, то есть это их собственное копчение. Говядина, конечно, мне понравилась гораздо больше, Ну, потому само что, ну, собой. как стейки. Свинина тоже хороша, тоже Свинина с ней необычная, разделываемся. тоже стейками, не вот этими, которые мы жарили сами, а именно стейками. Тоже все жарят здесь самостоятельно. Очень вкусно, ребят. Но лучше берите говядину. Начался очередной день на острове Чеджу. У меня такое впечатление, что мы здесь уже месяц, ребята. Значит, для понимания, что такое остров Чеджу. Вот остров и Чеджу. И Чеджу, кстати, представляете, мы все это время, весь этот выпуск говорили название острова неправильно. Допросить нас все. Правильно, Чеджу. Так вот, на этом острове, чтобы вы понимали, несколько музеев, даже больше 5, несколько ботанических садов. Вот вы когда приезжаете на остров, вы хотите это посещать? Я сомневаюсь. Остров ассоциируется с чем-то другим. Мы показали практически все самые красивые места острова. У нас остался только, друзья, сад камней. Я надеюсь, вы нас извините, мы не поедем в сад камней, потому что туда ехать почти час. Вот здесь фоточки. Это сад камней. Сад камней, да. И у нас также осталась традиционная деревня. Мы, когда проезжали по острову Чеджу, мы видели эти домики. То есть мы просто их не сняли. В принципе, основные достопримечательности мы все посмотрели. Если вы приезжаете летом, вы также можете заехать на несколько классных пляжей, покупаться. Короче, ребят, приезжайте на этот остров на 3 денечка. В плане, если вы путешествуете по Южной Корее, можно заскочить. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. В телеграм-канале все в реальном времени выходило куча полезных постов про Сеул, про Пусан, про остров Чеджу. Ссылочки на эти полезные посты мы оставим в комментариях под этим видео. А от меня мысль какая? Так, нас не соблюдите. Мысль моя такая. Это очередной выпуск, когда мы сэкономили, я думаю, что много количества денег нашим зрителям, потому что, ну реально, возможно, многие посмотрят, скажут, нахер нам этот остров Чеджу, поедем мы в очередной раз куда-нибудь на Пхукет или куда-нибудь на остров Фукок во Вьетнаме. В общем, ребят, всем счастливо, всем пока, мы погнали домой, дальше новые путешествия. Ставьте лайки, пишите комментарии.